Друзья, приветствую вас, дневной обзор. Давайте рассмотрим, какие ключевые события происходят, что ждать до конца дня и какие движения предполагаемо произойдут по рублю, доллару, евро, золоту, серебру, нефти и другим интересным активам. Так, друзья, ну все у нас заточено под американские выборы, все ждут, как они произойдут. Кто-то делает ставку на Байдена, кто-то на Трампа. Я считаю, что логичным была бы победа Байдена. Возможно, я прав, возможно, я ошибаюсь. В ближайшее время мы об этом узнаем. Так, ну вот такая интересная статистика нашел по поводу американских выборов. Вот здесь график, из которого следует, что в случае победы республиканца рынок в течение 10 дней рос чаще всего, а в случае победы демократа он проседал. Исключение только было в начале 2000 года, когда победил Джордж Буш. Рынок в течение 10 дней просел, но там были особые обстоятельства, которые этому способствовали. Вот. Это, разумеется, не призыв никакой к действиям, это просто закономерность, так называемый черный ящик, который рассматривает явление с точки зрения каких-то общих закономерностей. Текущая ситуация с выборами, она чревата тем, что будет достаточно большая волатильность, но по факту объявления результатов, скорее всего, будет какой-то позитивный эффект на рынках, с моей точки зрения. Как это все будет протекать, я изложил в своем воскресном видео, можете там посмотреть. Вот. Я делаю ставку на то, что победит Байден, и в любом случае наступит определенность, которая она на какое-то время рынки поднимет. Кроме того, с учетом текущих реалиях, победа демократов, она чревата на первом этапе большими финансовыми вливаниями. Тем более, если мы получим так называемую голубую волну, когда и президент демократ, и в Конгрессе большинство демократы. Так, ну и по традиции общемировая ситуация с распространением коронавируса пошла на спад в последние дни, но тем не менее не отпускает коронавирус ни Соединенные Штаты, ни Великобританию, ни Германию, ни Россию. В европейских и западных странах и в России наблюдается только рост заболеваний. То есть спад, который мы видим, он за счет Индии и других государств. Вот, соответственно, то есть вот это давление создает на экономику, и именно поэтому мы с вами видели такие движения по нефти. Так, ну что касается того, что происходит на рынках, американский индекс SFD на S&P 500 Futures устойчиво идет наверх. Цель это вот эта зеленая область. Вот. Но я думаю, все-таки в связи с выборами мы до этой области сегодня-завтра дойдем. Сценарий отменяется, если будет откат и пробитие вот этого диапазона. Я думаю, более вероятно движение вверх. Так, далее VIX, дневной таймфрейм, как и в случае с американским S&P 500. Но смотрите, здесь, конечно, сегодня он проседает. Сегодня начался риск-он, но коварство заключается в том, что никак не закрывает вот этот гэп. Для того, чтобы сказать, что ситуация временно стабилизировалась и перешла, ну скажем так, я не говорю к какому-то росту устойчивому, а хотя бы к какому-то плато, необходимо, чтобы VIX ушел сначала вот сюда вот на 33 и потом вернулся вот в этот консолидационный диапазон 29,5, 24,9, ну 25. Пока такого движения нету, все это напоминает сжатую пружину, которая в любой момент может разжаться и понести. Так, далее DAX, немецкий индекс, но здесь на текущий момент происходит развитие позитивного сценария, то есть действительно здесь у нас была высадка, накопление, и сейчас цель движения сначала закрыть гэп, потом в идеале сходить на 12 850-900, вот сюда, в этот диапазон. Пока непонятно, будет или не будет завершено это движение. Сейчас речь идет о закрытии гэпа. Но если мы гэп закрываем и начинаем торговаться, то в течение нескольких дней, скорее всего, будет и заход вот в эту область. Если гэп на этой неделе не закрываем, то наиболее вероятно, что здесь будет откат вот сюда, вот в эту область, и тестирование на пробой 11450. Сегодня пока все очень благоприятно, позитивно в Германии развивается. Вот. Но я думаю, к 4 часам, когда в Америке ключевые события будут разворачиваться, возможно, он еще подрастет. Так, друзья, далее нефть. Вот спрашивают, что там будет по нефти. Масса вопросов идет. Но смотрите, здесь, с моей точки зрения, ситуация, она очень простая. С одной стороны, с учетом того, что в развитых странах, которые лидеры
по потреблению нефти, ну там за исключением Китая, на которого тоже сейчас приходится очень большой объем, поскольку вторая волна коронавируса, ее никто не отменял, спрос на нефть будет, скорее всего, снижаться в ближайшее время, пока не решится этот вопрос коронавирусной инфекции. Но тем не менее есть комфортный диапазон, в который ее, как вы видите, затащили опять. Это раз. И второй момент, вот здесь есть ключевая зона 39,62, 40, 84. Если он в этой зоне застревает или идет выше и начинает здесь торговаться, это был бы очень положительный момент, который указывал бы на то, что все-таки цена на нефть сбалансирована и, скорее всего, никаких резких провалов на 35,5 и 33 в ближайшее время не произойдет. Вот. На текущий момент, я думаю, больше вероятность того, что мы сегодня-завтра где-то вот в этом диапазоне будем торговаться. Вот. Но если будет пробой 40,83, то здесь, скорее всего, хотя бы рывок движения на 42,55 он произойдет. Либо короткий задерг, либо здесь останется и будет торговаться. На текущий момент, пока вот не пробиваем вот этот диапазон, все позитивно, все хорошо. Нефть либо продолжает вот сюда восхождение, либо она здесь будет тусить вокруг сильного уровня 39,62 в боковике. Так, друзья, далее золото. По золоту у нас здесь все как бы нормально идет. Движение на первая цель это 1906-1907. Вот сюда вот в этот диапазон. Потом цель закрепится 1911-1912. Вот здесь вот в этом диапазоне. Обозначился новая поддержка, которая, если пробита, то скорее всего можем сходить на 1880-1870 даже. Это вот 1887-1888. Соответственно, вот если будет пробой вот этого диапазона, золото может сильно скорректироваться. Вот. Если пробоя не будет, а судя по всему наиболее вероятный сценарий, что такого пробоя не будет, мы движемся сюда и потом вот сюда, вот в этот диапазон. Так, далее серебро. Здесь ситуация аналогична с золотом. Единственное, только с утра небольшая просадочка была. Вот. Но эта просадка, она не затронула критичные уровни. По серебру ситуация устояла. И сейчас ближайшая цель движения, мы совсем рядом уже с ней находимся, это 24,5. Как только здесь закрепимся, сразу, скорее всего, будет инициация движения в район 24,8-25. Так, друзья, далее евро-доллар. Ну, смотрите, здесь вот эта буферная зона, которая расположена вокруг сильного уровня в евро-долларе, она послужила щитом. Движение ниже не прошло, немножко покололи 1,1630. Но существенного пробития так и не произошло. То есть по факту высадки здесь сразу пошло движение наверх. Текущий момент, высока вероятность того, что это движение дойдет до 1,1754. Далее вот в этом диапазоне здесь либо будет консолидация, или если консолидации не будет, или сразу начнется падение объема, то скорее всего мы увидим корректирующий откат, цель которого будет сходить на 1,1680, вот сюда вот. В том случае, если будет повторное падение и возврат к этому диапазону, то скорее всего никакого роста в ближайшее время по евро-доллару не будет. Оно либо начнет болтаться вокруг этого сильного уровня, либо пойдет снижаться с ближайшей целью среднесрочной 1,13. Вот. Сейчас пока больше факторов указывает на то, что это движение разовьется и мы сходим куда-то вот сюда. Опять же обращаю внимание, если будет пробой на объеме 1,1680 или длительная проторговка в этом районе под 1,1680, то вот вся эта конструкция ломается и чик, евро пойдет сюда и потом скорее всего на 1,13. Так, ну и далее рубль-доллар, наш дорогой, любимый, почитаемый USD Tomorrow, дневной таймфрейм. По сути, на текущий момент, в связи с тем, что начался риск-он, мы пришли к тому, что вот это была высадка. То есть, действительно, там хедж-фонды сделали ставку на то, что будут введены санкции, рубль продавят. Возможно, это даже вообще как бы на фоне вот этих ожиданий была спекулятивная игра крупного капитала. Отнюдь не отменяется то условие, что рубль фундаментально будет слабеть, это связано с экономической ситуацией. Конечно, можно найти информацию о том, что как бы Российская Федерация имеет
наилучшие финансовые показания из Emerging Markets в плане наличия золотовалютных резервов, соотношения там долга государственного к ВВП и так далее по другим рядом критериям. Но смотрите, здесь ситуация заключается в том, что так называемые идеологи К-образного восстановления после кризиса, которые они, видимо, придумали для того, чтобы более красиво можно было дискутировать, они все сводят к тому, что быстро будут восстанавливаться те страны, которые производят прибавочную стоимость. Так было, в общем-то, всегда, во все времена. Те страны, которые что-то делают, производят полезное, с высокой прибавочной стоимостью, технологии, труд и так далее, они всегда быстрее приходят после нокаута в себя, быстрее развиваются, быстрее растут. Вот. Ну и весь мир сильнее колбасит от того, что в них какие-то неурядицы экономические начинаются. К сожалению, наша страна, она прибавочную стоимость не производит, она торгует сырьем. Вот. И с учетом всей ее имеющейся специфики, несмотря на заявляемые валютные резервы и вроде бы позитивное положение по сравнению с другими развитыми странами, я не думаю, что есть фундаментальные основания для того, чтобы в долгосрочной перспективе без структурных изменений в стране какое-то позитивное будущее было у рубля. Да, краткосрочно, тем более если начнет расти цена на нефть, тем более если сейчас по санкционному давлению, по геополитике договорятся, мы вполне можем откатиться и на 75. Вот. Ниже 75 я пока движения не вижу. Вот. Ну вот 75 это где-то здесь. Вот. На самом деле, навряд ли даже текущее укрепление приведет к этому. Вот здесь первая сильная зона это 78.25 и далее диапазон 76,5-76,15. Вот здесь вот. Вот вероятность преодоления этих барьеров, она не очень высокая. Что касается сегодняшнего ожидания. Вот мы сейчас подошли к такому ощутимому рубежу 79,4. Если мы его переступаем и начинаем торговаться в этом диапазоне, то можно сказать, что это был локальный корнер и просто повыносили стопы на фоне паники, крупные игроки разогнали толпу. Вот. И тогда, соответственно, мы возвращаемся, скорее всего, вот в этот диапазон между оранжевой линией 77,35 и вот этим диапазоном 78,3, 78,2. Ну, то есть вот это нахождение в этом диапазоне наиболее энергетически выгодно. Тем более у вот этой пары есть сильный уровень, это 77,2, 77,3. Вблизи этого значения может очень длительно происходить проторговка. Это связано с рядом исторических закономерностей, которые мы наблюдали с 2014 года. Так, ну и на текущий момент цель вот этого движения по укреплению рубля находится на 79. Вот сейчас из этого диапазона либо начнется здесь проторговка, либо, скорее всего, в том случае, если цена на нефть продолжит расти хоть немножко, будет пробой и попытка сходить вот сюда, вот в этот диапазон, который в районе 78,25 находится. Но сейчас вот вы сами видите, у нас вот есть две ключевые инверсионные точки, это 79,33 и 80,52. Соответственно, наиболее вероятно, что вот здесь вот где-то будет остановка без каких-то существенных изменений в плане там продолжения значительного роста цены на нефть или каких-то там очень позитивных высказываний американских политиков о России и о снятии санкций, то, скорее всего, где-то вот здесь вот мы увязнем. Мы увязнем и будет колебательный процесс в более широком диапазоне 79,5, 78,95. Вот здесь вот. В том случае, если идет дальнейшее движение вниз и пробитие 78-71, то, скорее всего, движение сначала будет приведено и проторговка начнется в диапазоне 77-75, 78-29. Вот здесь вот. Вот. Ну, об укреплении пока более чем 77-35, я думаю, рано говорить. Пока вообще напрашивается такой сценарий, что мы приходим вот сюда. Далее, в случае наступления какого-то стресса, возможно опять движение к 80. Вот. Я думаю, в текущей ситуации, без раскрытия геополитических рисков и без дальнейшей просадки нефти, вот это движение наверх, оно маловероятно. Сейчас, скорее всего, выпустили пар и пойдет возврат
к зоне устойчивого нахождения курса. В данном случае это наиболее вероятное значение 77,3, 77,2. Но пока не вышли из этой зоны, скорее всего, будем сегодня торговаться вот в этом диапазоне. Так, друзья, далее евро-рубль, tomorrow котировка, дневной таймфрейм. Здесь у нас тоже укрепление рубля. Вот. Сейчас у нас ближайшая цель движения это 92,5, 92,3. Вот этот диапазон по дневному таймфрейму. Ну и, кстати, по 4-часовому то же самое, этот же диапазон. Вообще вот здесь цель движения это вернуться в диапазон 90,8. Вот сюда, вот в этот диапазон. Это наиболее энергетически выгодно нахождение здесь. Вот. Но вопрос только в том, насколько быстро будет пробито 92,45. И будет ли оно вообще пробито, или мы здесь получим разворотную формацию. Вот я смотрю, здесь уже нарисовалась цель для движения, которая находится в районе 93,45. Даже 93,5. Вот при первой же возможности, каком-то риск-оффе или падении цены на нефть, мы можем увидеть, по крайней мере, как минимум задерг на это значение, или даже возврат и дальнейший рост евро к рублю. Вот. Но пока тренд идет вниз, наиболее вероятно, что сейчас, если не будет разворотной формации, то мы придем вот сюда, в этот диапазон. Ну и вот, если мы берем часовик, мы как раз сейчас подошли к такой, скажем так, к логическому полю, что либо мы вот сейчас пробиваем вот это значение 92,8 и переходим торговаться вот в этот диапазон. Если сейчас здесь пробитие, то ближайшая цель движения будет находиться вот здесь 92,5. Вот. Или же сейчас будет разворот и коррекционный отскок, цель которого сходить на 93,25. Вот. Но здесь пока нету разворотной формации, и все-таки более вероятно в случае закрепления вот этого пробоя движения вот сюда, вот в этот диапазон сегодня. Если такого закрепления не будет, то корректирующий отскок, цель которого вот сюда, вот 93,3, 93,25. Вот такое мое видение по основным активам. Спасибо за внимание.